городах России, надев виртуальные шлемы, шлем виртуальной реальности, они окажутся в одной аудитории, да, и они будут обсуждать. Действительно, это звучит несколько фантастично сейчас, да, в это, наверное, сложно поверить, да, но это все есть, да. Отдельную роль в проведении форума сыграл телеканал «Универ ТВ». Начиная с 2012 года команда репортеров снимает и транслирует на своих площадках то, как проходит форум. В этом году на телеканал зашла огромная ответственность транслировать все лекции. Трансляции в прямом эфире будут проходить на сайте телеканала «Универ ТВ», на платформе Twitch, YouTube-канале, а также на страничках в Одноклассниках и во ВКонтакте. Любой желающий может присоединиться и прослушать лекции по педагогике от экспертов со всего мира. Очень важной особенностью форума стало то, что на время пандемии коронавируса vIFTE 2020 стал единственным в своем роде крупнейшим форумом по педагогическому образованию в мире, на фоне того, что многие вузы мира попросту отказались проводить подобные конференции. И несмотря на то, что в современном мире тренды и тенденции меняются каждый день, дистанционное образование никогда полностью не заменит привычный подход – ученик и учитель, передача знаний и жизненного опыта от одного к другому. Лев Диденко, Виолетта Басова, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс. 27 мая прошло торжественное заседание Госсовета Республики Татарстан, посвященное столетию ТССР. В его работе принимали участие Рустам Миниханов, Минтимер Шаймиев, Алексей Песошин, члены правительства, член Совета Федерации Олег Морозов и приглашенные гости. Вел заседание председатель Государственного совета Фарид Мухаммедшин. Свой доклад зачитал и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил с докладом на торжественном заседании Госсовета Республики. На правах председателя Совета ректоров Татарстана он акцентировал внимание слушателей на роли в истории ТССР высшей школы и ее флагмана Казанского университета. Еще на заре формирования республики в ответ на стремление трудящейся молодежи получить высшее образование в университете был открыт рабочий факультет, который на протяжении 20 лет занимался массовой подготовкой национальных кадров. Казанский университет стал настоящей колыбелью высшей школы Татарстана, щедро предоставив свой материально-технический и кадровый потенциал в качестве основы для учреждения новых самостоятельных профильных вузов. Так, в 1930 году из состава университета выделили Казанский медицинский университет. Летом 1931 на базе факультета советского строительства и права были образованы Казанский финансово-экономический и Казанский юридический институты. В 1931-1932 годах был учрежден Казанский авиационный институт на базе аэродинамического отделения нашего университета. Ректор подчеркнул особую роль ученых и врачей, самоотверженно работавших в лабораториях и эвакогоспиталях Казани в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году в Казань вернулся великий советский хирург, выпускник и профессор Казанского университета Александр Васильевич Вишневский. Множество жизней были спасены его руками, но еще сотни тысяч были спасены благодаря его масляно-бальзамическим повязкам и новокаиновой блокаде, которую он разработал в университете. Университетские химики под руководством Александра Арбузова в годы Великой Отечественной войны проводили исследования, которые дали возможность улучшить качество и морозостойкость синтетического каучука. Был разработан новый метод получения исходных продуктов для синтеза разнообразных пластмасс. В докладе ректор коснулся жизни вузов в послевоенное время. С конца 40-х, начала 50-х большая часть новых специальностей была связана с добычей и переработкой нефти, на что определяющим образом повлияли такие события, как открытие первой промышленной нефти в районе Шугурова, затем Девонской нефти в Бавлах и самое значительное открытие 1948 года большой девонской нефти у села Ромашкино, гигантского месторождения, входящего в первую десятку крупнейших месторождений мира. Таким образом, гипотеза о богатых недрах Татарстана, выдвинутые геологами Казанского университета еще в середине 30-х годов, были убедительно подтверждены. В завершении выступления ректор подчеркнул большую роль научно-методического сопровождения академическим сообществом республики масштабных гуманитарных проектов под руководством первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, реализованных Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры. В результате созидательной работы ученых исторические объекты древнего города Болгар и острова Града Свияжск были включены вслед за Казанским Кремлем в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Татарстанские исторические и археологические школы, сформированные в Казанском университете нашими выдающимися профессорами Индусом Тагировым, Миркасымом Усмановым, Альфредом Халиковым, сегодня в коллаборации
коллаборации с ведущими академическими институтами Российской академии наук готовы к реализации еще более масштабных задач по продвижению истории и культуры народов Татарстана как уникальной составляющей мирового гуманитарного достояния. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс. На этом у меня все. В студии был Лев Диденко. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!
России, за рубежом. Мы говорим о внутренней системе Скопуса. И я знаю, поскольку я знаю ситуацию, я бы хотела сказать, что необходимо сейчас объяснять те или иные критерии, различные выпуски наших журналов и краткое содержание статей. Я сделала эту презентацию на форуме. Я могу повторить для всех, кто хочет посмотреть эту презентацию на русском языке. Я приготовила свою презентацию на английском языке. Пожалуйста, давайте перейдем к следующему слайду. Роза Алексеевна, покажите следующий. Публикации в Скопусе, касающиеся образования и психологии. Я взяла только период за 5 лет и половину этого года, и вы видите увеличение публикаций в целом. Все больше и больше журналов включают в базу данных Scopus. И, конечно, это результаты проведения конференции и оксфордские журналы. Я покажу только журналы, я буду говорить только о журналах. Это будет темой нашего обсуждения сегодня. Как вы видите, с 2019 года более 800 журналов, 8000 журналов и публикаций было размещено в базе данных Scopus. И я бы хотела обратить внимание на терминологию, на термины, которые мы используем в поисках наших для поиска и выбора целевых журналов, статей и так далее. И мы сравнили две основные области: педагогика. И я думаю, очень часто используем это слово, поэтому я подготовила слайды, которые не включены в эту презентацию. Я думаю, это будет освещено в моей статье. Этот термин не так распространен, не так доступен в наших статьях. И все-таки термин образование гораздо более распространен и удобен в использовании. И вы видите, что статьи в области образования более полезны, и также мы видим статьи по социальным и общественным наукам. И это очень важно использовать слова, которые объясняют ваш предмет в базе данных. Таким же образом, область исследования предмета была проанализирована, и видите эти журналы, как они печатаются в различных кварталах. Вы видите метрические данные, которые мы используем в этой предметной области. И, конечно, предметная область образования для нас необходимо знать, какие журналы включены в эти кварталы, в первый, второй квартал. И все знают, что наши
доклады также принимать во внимание эти метрические данные. И вы также видите, что мне было интересно, я видела, что все журналы, они все очень успешно представлены. И есть масса журналов, которые входят в ведущие журналы. Конечно, это не так много журналов, это 23 в первом квартале и в втором квартале 43 журнала. И больше журналов это третий и четвертый кварталь, хотя их тоже не очень много. Кто публикуется в журналах по образованию? Вы видите на этом слайде ведущие публицистические журналы, которые привлекают самый большой объем информации в области образования. И видите здесь 7 издательств. Я исключила Оксфорд и Кембридж, потому что здесь нет так много журналов в области образования. Но это самые успешные, самые востребованные, самые часто журнал, в которых больше всего встречается тема образования. Журналы, которые мы видим, это входит в базу Эльзевир, Калио, Стрингер, Тейлор, Фрэнсис. Эмеральд группа не так представлена широко, как Эльзевир, но также в нее входит много журналов. Поэтому у нас есть много журналов, которые мы можем публиковать статьи в предыдущих журналах. Конечно, необходимо знать об этих журналах, знать и использовать эти возможности публиковаться в этих ведущих журналах. Но, конечно, для нас это непросто. У нас есть другие возможности включать некоторые статьи в русские журналы, публиковаться в русских журналах. Конечно, нам также необходимо расширять нашу аудиторию, читательскую аудиторию, которая будет подписываться на журналы и, конечно, готовить наши исследовательские отчеты и публиковать их в ведущих журналах. Вы видите еще один интересный слайд. Мы видим ситуацию с журналами в университетах. Как я уже говорила, не так много журналов представлены в университетах. Здесь представлены журналы, и мы видим, что они не имеют высокие метрические показатели. Все больше и больше издательств представлены показателями достаточно низкими своими метрическими данными. И, конечно, мы должны знать, что университетские издательства не такие успешные на международном уровне, не представлены, как мы видим, исходя из этой информации. Здесь мы видим список топ-30 журналов, которые входят в список журналов Scopus, база данных Scopus. И только несколько из них, всего лишь один, находится в открытом доступе. И, конечно,
а, 10 человек. Это, наверное, наша цель, основная цель публиковаться в ведущих журналах. Ну, конечно, мы также знаем, что это достаточно сложно. С одной стороны. Но с другой стороны, мы все-таки должны, наверное, пытаться публиковаться именно в таких журналах. Следующий слайд, пожалуйста. Я бы хотела остановиться на том, что этот список журналов все эти журналы легко найти в Scopus'е, в базе Scopus. И для любого студента, для любого молодого ученого будет очень полезно посмотреть, найти эти журналы и проанализировать возможности для публикации в этих журналах. Не только в этих 30 журналах, но и во многих других, их более 200. Вообще в предметной области образования у нас более 2000 журналов. Это лишь небольшой список, который как раз мы можем использовать, чтобы анализировать данные из этих журналов и публиковаться в них. Залетим, пожалуйста, следующий слайд. Безусловно, на основе этой метрики мы видим, что некоторые наши журналы также включены в базу Scopus, не так много. Но, конечно же, как вы видите, 33 журнала в предметной области образования, 21 в области психологии включены в эти предметные области, в базу. Также мы должны принимать во внимание, что англоязычные журналы, они, к сожалению, этих журналов будет недостаточно, чтобы отслеживать все происходящее в международной научной области. Пожалуйста, следующий слайд. Вы уже видели список журналов, а это список журналов, где в основном представлены публикации по образованию, по педагогике. И один из этих журналов уже исключен из базы Scopus. Достаточно высокие показатели, как вы видите. Это журнал «Теория и практика физической культуры». Думаю, что этот журнал Of course, this has not so many articles in Scopus yet. And you see also here mainly journals all in Russian or in
two languages. Little journals, what Journal of Language and Education is in English. So this is the Journal of High School of Education, or of Economics, I'm sorry, and also the European Journal of Contemporary Education, but this journal also is have some doubtful policy. This is the new title of the Journal of Новосибирск Педагогическому or University Bulletin. They have now a new title, and they think about how they can promote their journals more. That's why they changed the title. Please, what can I tell about perspective for science and education? Yes, perspective науки and образования. I saw there are many ethical shortcomings, but and said about this to Scopus CCB, and I think that they should work much in order to be more ethical. Next, please. Почему-то у меня крутится, непонятно почему. Rosa, can you change slide? Top active. You see here, all education, all articles on education subject are published by Russian universities. And we have no any good publisher in order to publish this subject, and I think that maybe it is not very good, and we can't wait big slide to promotion to the quartile 1 and 2, because this is very difficult to prepare journals in universities for in competence in competitiveness with these large publishers, of course. And you see this. I haven't chosen this. The list of how they are in Scopus when I choose the articles from for this subject. And of course, these universities, the Kazan Federal University is on the first step, and also if I try to search education by the word education in Scopus, Kazan, after two, Toronto and one another university, Kazan Federal University, was on the third place after these two big universities. That's why I can say that Kazan Federal University and your institute, of course, and you are more active and give more information, much information about our this activity for international audience. And I think that maybe it will be useful to enlarge your journal for more promotion this educational researches to international audience. And it is very good, of course, that it is it has many articles in English. I think that it should attract more authors, and maybe you have editors, of course, I know, in editorial board, and maybe it is more attractive for. It will be more attractive for international audience. And please, the next slide. Rosa.
Да, я перевела. Слайд уже другой. Science Editor and Publisher. Я не вижу. I don't know. I have not. Неужели у меня зависло? I have not this slide. Okay. Слайд. Да. Okay. I see only top. Colleagues, do you see this slide? Science Editor and Publisher. Okay, you see this slide. That why I will try to upload my now. I will open now the presentation, but I have only three or two slides. No, little more. But I will open, and you will. I will open, and you will tell me what slide you see. Okay? Yes, this is the slide about the journal Science Editor and Publisher. Yes, yes. I would say about our publishing activity. Yes, for our editors, and you see here. Our journal and Science Editor and Publisher, it is in Russian, and it is special in Russian, and we prepare here many articles for our editors in order they can rise their qualification and for this. And articles how to prepare and submit journals to Scopus and Journal Science Editor. Here's my articles since 2016, which I publish, special as the methodological material for our editors. And I think that it may be useful. And here is the article about how to avoid mistakes when preparing journal to submit to Scopus, and publication language. And it is very important topic because publication language and the journal centimetric indicators are very connecting and very joint topic. And if the article is not in English, it is very difficult to have sufficient citations, of course, from the international audience. And we have the model when the journal can also and we have success of such journals. This is not an education, this journal, but no, not one journal, some journals, but they publish two parallel versions in one journal in electronic form and in online, and they have good metrics in databases. And I think that maybe this will be the future for our journals in order to not to lose our language, because of course we want to speak and want to write in Russian, and it is not so. It is very helpful for us to understanding better. And last slides, I would like to say about some our topics which we discuss. Our topic which we discuss with Scopus now. This is we raised this theme for the journals which are predatory, and they are supported by our brokers in Russia, and brokers have not good policy, misconduct policy, and they give us so many pain of our head, because it is
not good policy, and we have many articles in bad journals which then will discontinue it. And of course it is the problem for us. And I speak about, and maybe I will prepare the next webinar with our editors, because for explaining them the principles of transparency and best practice. I have done this, one of them. And here are 3 slides which show us this. Yes, Rosa, I'm sorry. You have. Yes, okay, good. 2 categories, predator and poor quality journals. This is the point of view of Mister, and he is very important to. I have now. You see my presentation? Yeah, Rosa, do you see my presentation? No, почему-то он слетел уже. Был список трудов, список ссылок ваших статей, и сейчас презентация слетела. There are 3 slides with definitions of predatory journals. And he takes the definition of nature, which was in Nature, in the one of the issue of in 1919, in 2019, and this definition is such as predatory journals and publishers are entitled that prioritize self-interest at the expense of scholarship and are characterized by false and or misleading information, deviation from best editorial and publishing practices, a lack of transparency, and all the use of aggressive and indiscriminate solicitation practices. So this is maybe this will be the such presentation. I'm sorry that maybe I spoke more than necessary, and thank you for your attention. I think that who is interested, they can look at these 3 last slides. Thank you for your attention, please. Okay. Rosa. Yeah, that's okay. Nick, I don't hear you. Nick, no voice. Your microphone. Okay. Yeah, that's you should hear me now. Olga, thank you very much indeed for that. Just a couple of interesting questions, I think, that come from that. Firstly, on one of your slides, we won't try and go back to it, you have separated Routledge and Taylor and Francis. Yes. Routledge is actually part of Taylor and Francis. Yes. So, that makes Taylor and Francis, probably the biggest publisher in our field by a long way. Yes, I know, but but in Scopus title list there are 2 columns with information. Yes, the big subject publisher and the publishers which are included to this publisher. That's why I divided this. Otherwise, it would be one publisher, of course. Yes. Okay, has anybody got any other questions for Olga? No, Mark. No? Thank you. Okay, Olga, thank you very much indeed. There are a couple of questions which you should be able to see on your chat screen. I haven't had any more through the chat. So these both come from this guy. Let me remind myself of his name.
Andrei Gariev. Yep, come back to that. The first one, let us suppose I've made an effort to make my research discoverable. Well, that's commendable. How can I use the increased exposure of my research, and what are the benefits that I get from it? And if you put this together with his second question, I think that this is an interesting perspective on why we do research and why we write. Because it's always seemed to me, I don't know about other people, that we'll ask you in a minute, but it's always seemed to me that the reason why we do research and why we write about it is to share our knowledge with others. And if we want to be, sort of, in English we would say, not altruistic, but I don't know how that translates in Russian. If we want to be forceful about it, it's because by writing we get better known, we get greater kudos, greater respect, we attract more funds, we can do more research, and so on and so forth. So, we get more money. Our universities promote us. Yeah. That's the sort of the non-altruistic side of research. So it seems to me that the answer, in my view, the answer to the first question is that you get kudos and status and the things that come from that by being more known, by being more cited. I don't know what other people would like to add to that. I think, Nick, there's the pointing out of another side of the research community, which is an entrepreneurial side. And I think that, that this is starting to come on as probably a complete competing plot line, but I don't really see it as the problem at that point. I see it kind of as a problem back at the university side, where there's a privileging of people who have these big grants, but they don't publish much of them, but they get a lot of respect at their home university, but not out in the world. Then you have the other set of researchers who have grants, but they're not the huge, huge grants. But they get the publications out there. But I, from my perspective, I would say I've always thought that my reward for doing research beyond the altruistic side, at which I'm very altruistic, is the fact that my university, I see it as their responsibility, or it's within their purview to handle how I might be, quote, rewarded for the work. Yeah. Pippa, you had your hand up. Yes, I was going to, really endorse what both of you have said, is that to a large extent, publishing an article is marketing yourself. It's marketing your knowledge to a broader community, because whilst you might be respected in your own institution, if you're raising your profile more globally because you've made your research discoverable, it's becoming highly cited, it's published in a reputable journal, then you're becoming more well-known worldwide. And if you're more well-known worldwide and you're more cited, then to a certain extent your value goes up. You're more likely to be asked to join in conferences and to give talks. You're more likely to be approached by collaborators for other research projects. You're more likely to be contacted by people abroad. And therefore, if you have that added prestige and value, that returns prestige back to your institution, because it means they're employing somebody that is very well known and has a good reputation, which makes your job more secure with your institution, and also means it will be easier to get a better job somewhere else. So, and that's, of course, it is the altruistic, we want to share knowledge.
but also from a practical point of view, for paying for your family and your house and putting food on the table. It's also a way of securing your job security into the future. Yeah. John, the tiling on Teams is quite interesting. We've got half of you, but very big. Do you have anything to add to that? I was trying to find out where to put my hand up, actually. Yeah, wobble the mouse around towards the bottom of the screen. I'm on an There's iPad. a raised hand on the toolbar. I'm on an iPad, so it's likely not to be one of the functionality there. I was thinking of two things. One is the difference between disciplines and what constitutes good academic sort of work sort of thing. And you raised it about I do a lot of joint stuff with our computer science. So I'm a School of Education, but we do a lot of joint publications at the moment. I'm doing joint stuff in computer science, but they're very much to making gadgets, or that's what we call it anyway. So they've actually got things that they can monetize at the end, and that's what their focus is. And in education, we don't really have these things or products or things that we can monetize and sell for additional income. So there's so you might, when I compare myself to what's happening in other disciplines, there's a different focus on what we're trying to achieve, and I think that's one thing. And I've forgotten my other thing. Totally. Oh, okay. I think there's been a slight change in people's, I won't say allegiance, but in the UK and in Australia, I know from reading about that, we used to sort of think that we had a strong allegiance to our academic discipline. Okay, and I think more and more often that's getting changed as we're shifting it from our discipline to our employer. Okay, so years ago we used to think that we would just swap, I was the thing, I could move around universities. I could just take my skills and go, and I could choose, I won't say choose where I wanted to go, but I could almost do that. These days, especially I've discovered in England, there's a far more sense of the university, I won't say owns you, but you work for the university and they direct what you're doing, as opposed to this idea of academic freedom to do what you want to do. So, so in Southampton, we're very much, I won't say told what we can research, but there's a sense of you need to research in areas that are more likely to attract funding, are more likely to get good ref results in those sort of areas, and not on some of the areas that might be equally important. So I think there's this sort of change in what you, a slight change in culture in academia as well. Yeah, Rosa, Olga, perhaps we ought to explain ref. To my mind, this question from the Russian listener appeared because really the universities are competing each other according to the number of publications in Scopus and Web of Science, and they are looking for the ways of motivating the scholars at the universities to do that, and that's why they pay money for the publications or compensate the publication fees. And to my mind, this question from this person, from Andrew, I would like to ask him a question. What are you writing for? Because your university authorities make you do so, or are you interested in the research that you are making, and you want your research be known abroad among the researchers of this very issue, of this very problem? And if you are on the second position, so then you won't think about that money. You would think about the research and about the publication.
Yeah, so that's probably a good reason for getting discovered, because as you build your credibility, as you build your reputation for being a good scholar, then you can move away from having to do the research that other people tell you to do, and say, I'm going to pick on that one. That's what I'm going to do. But the situation in Russia is as it is. Really, according to that program 100, when the government and the state put the aim of for 5 universities of Russia become in the list of 100 best universities of the world, and that's why this competition among the universities gives money to the university, and this makes ask these kind of questions that this Andrew asked. Yeah. And I think that, I'm sorry, Nick, yes, I can add that, of course, our researchers and our educational specialists, yes, are very forced by these demands of this competition. And maybe we have not many possibilities to have time for very deep research. Yes, they should write and should write. That's why we, of course, we have many weak, many poor articles. And you know about this very, I think that we do. We do. I think every editor knows about this, Olga. Maybe, of course, it is better to work to write when you complete your research, yes, and good research, and not always this is possible. Yes. Do any others feel that we'd like to go back 40 or 50 years when we could, Pippa, and Cheryl, this probably doesn't apply to you, you're not that old, but I think back sort of to when I was a research student, and I had that freedom. The way that the UK universities were in those days, I had that freedom, and fortunately I've managed to avoid the tyranny since, of people telling me that I have to research this, I have to research that. I've always managed to stay sort of one step ahead of them and be able to research things that I want, which is very, I've been very fortunate. I'd like to respond to that because I think what I do to manage it, and I'm going to use the word manage, is that I get a significant, enough grants, that nobody's going to bother me, and then I go and do my own thing. And so I've kind of satisfied the plot line of others impressing on me, but then I go and veer off in my own direction. And that's really been helpful for me in terms of when I research, I really need to own the question. And even when somebody asks me to write something in their books or something, an invited article as part of a special issue or something, I really wrestle with that, because I look at myself and I say, they're making me do this. And my writing muse goes, I don't want to do this. So then I have to figure out how I can change that and make it into something I want to do. And I always manage to do that. But it's very important to take it out of I'm doing it for them into this is what I want to do. This is the piece of work I can bring out of this. And so that's the kind of the inner logic I work from. And I really know that I wrestle with that all the time. Hmm. Pippa, how does this affect you as, you like me run your own company? So we don't have a university behind us saying, you must do this, you must do the other. Well, I kind of, Rosa, don't I?
I have KFU saying, you know, you want this to happen with the journal, you want that to happen with the journal, and we have a discussion about it. But in terms of, you know, what I write, apart from editorials, it's very much my choice. How do you get on with it? Well, it's the same. I mean, I'm not guided or instructed by anybody in terms of what I write and what I publish. What I'm guided by is my own judgment on what I think people will value and what interests me. So it's sort of a two-sided thing. It's I write on what interests me, and I research into what interests me, but also I publish what I think is useful to people because that's part of my business. And again, from an altruistic point of view, I hope that whatever I publish or produce is useful to other people and of interest to them. But from a commercial point of view, I also hope that it makes people think, oh, Pippa Smart knows what she's doing, and therefore if we've got a question, we'll go to her. So it's, you know, I would love to tell you all that I'm 100% altruistic and I only do things that are for the good of humanity. But there is 1% of me that has a commercial brain, and my bank manager wants me to publish things that will increase my value. And I think all researchers do need to balance those two. I mean, we should not be only researching and only publishing in things that are able to be monetized in terms of value, you know, what is a value, you know, what increases the value of me as an individual. We should also be ethically minded in terms of what research is of benefit to the global population. But also it has if you like, the commercial side also has a benefit because that gives you a framework to separate out the time-wasting research from the valuable research. So there are things I could write on, but they won't necessarily improve my reputation. They might be things that I'm interested in. So I could write about my cats. But writing about my cats is not something that is really of use to the world. And therefore, it depends where you submit it, doesn't it? Yes. No, I don't think any writing about my cats would be useful to the world. But it is, you know, so it makes me put a value judgment on what is worthwhile for researching and what is worthwhile for publishing. And so it does have a control effect. And it's the same with universities. And I've posted on here that, you know, universities around the world are increasingly trying to reward the right research that appears in the right publication. And it's partly because the universities and the countries are keen to showcase the high quality research that they're publishing. But it's also to prevent individuals going down the wrong path and doing bad research and publishing it in bad venues. So, you know, it's like a balancing effect. Yeah, something funny has happened to my. Oh, there we go. Something funny happened to my screen at that point. Everybody moved around like one of these little games, and then you all moved off into one corner. I was going to add that. You know, I do publish probably 90% of my time in the first quartile journals, but I do publish in journals that I'm trying to help become part of those top ranking journals. So if you look at Teachers in Teaching Theory and Practice, it used to be just a little mom and pop sort of organization, and now it's one of the better ones in the teaching and teacher education field. Well, I think a lot of people were putting work in there and using their reputation from other journals to help that one be grown. And so I help a lot of journals be a part of it also. And it's you know, it isn't all altruistic. One of my personal passions is to publish in as many different journals as I can, because I'm later in career. And so I'm always trying to think, oh, well, maybe I could, you know, work with this, I could massage it a bit and I could put it into a different journal then rather than saying, you know, staying with my 5 or 6 top ones. So that's a little game I play. So I found we have a very nice journal, Cheryl, that you could submit to. Yeah.
Please put our journal into the list of the journals you are going to publish your article. Like I had never had learning culture and social interaction on my. I never saw it as a place where I would publish. I don't know. I just didn't even know it existed. And I found it was a very fine journal. And after I worked with that journal, I realized it had a really high quality review process. So after I tried it once, I'm like, well, I would like to do that again. I'd like to encourage my students to go there because it's a really good experience. Yeah. I'm conscious of the fact that we haven't heard from except right at the beginning, we haven't heard from Lubo, and we don't see him at the moment. Yeah. Are you still with us? Do you hear us? Yeah. Yeah. Okay. Oh, sorry for my camera just turning me upside down, so I cannot repair that. Anyway, that's what I'm. What I can say. So until the late 80s, early 90s, I was very big in science. I did only science, clinical science, at that time in Moscow. But I also started feeling that a new world is coming. The grand concept, which came from the States to Western Europe, and then from Western Europe, it came to Eastern Europe and Russia. And I started to see like a person just to write grants all the time, then report grants, then your salary career depends on how you follow the rules. So it started to become like a tyranny, as you said. And before that, in the Soviet time, it was a full freedom, and science was a kind of religion. We really served science. We really felt ourselves as servant to something really high, really. Lubo, you're breaking. We can scarcely hear you. Sound is very bad. Yes. It's a very, very bad line. So, do you hear me now? That's a little bit better, yes. Okay. At that time, when I felt that science started to look like business, some business rules of selling and buying, then No, you've gone again, Lubo. Sorry, I don't know what to do, but maybe now? Yes, you come and then it sort of tails off. It gets softer and more distorted. Yeah. The connection is very good on this side. I don't know why this is happening, but next time I will use. Maybe your microphone is rotated through 90 degrees as well. No. I'm thinking he's talking about the entrepreneurial step of grants. It's not. It's Microsoft Teams software. It's not that good as others. I think. Anyway, you hear me or not? Maybe I should finish. If you don't hear me well. Okay. No, John, Lubo, we're going to have to give up on you, I'm afraid. So it's surprising. I mean, we get so much on. Those of us in the UK know that British television is using, remote video for quite a lot of their interviews, and they lose. What would you say, John? About 1 in 10, something like that. They just can't continue with the interview because it's fallen apart. So, Luba, I'm afraid we're falling apart with you. Maria and Eva, have you got anything that you want to contribute to this? You'll need to unmute yourselves before you come in. Say something. Yeah, can you hear? Yeah. So you're discussing about the agenda of getting something published, well, definitely researchers can have all kind of different agendas when thinking about getting their research out. And
Well, apart from altruicity and simply abiding by the rules of the grant or requirements of their teachers and so on, this is a way to communicate their own activities. Like if you, it's one thing if you go on, say, Twitter and say, well, we are doing, I'm currently doing this, and well, it can get a bit of attention, but then again, it sounds really more formal if you can attach a link to your actual publication, and then possible collaborators and people you would like to get to be of notice, to be noticed from, will really be aware of your own contributions to this world. I mean, like there can be like both altruistic and personal agenda here. So I'm really far away from the thought that publishing apart from grant applications and serving the needs of your institution and so is there's much more about it, about this practice. It's basically presenting yourself to the world, and like if I can make use of the Nick's video title, make a difference, because at the end of the day, if you're looking for a career in research, you really do want to make a difference, and just if you any way you can get your research out, it's a step forward. Yeah. Okay, we don't seem to have any more questions coming in from on the chat. I don't know whether Andrei has been listening to this. If he has, I hope that we've addressed the questions. We've talked around them quite a lot. Now, look, we can continue for a while if you want, or we've got to the end of our 60 minutes, and so we could continue this by email, because I think there are one or two interesting points that have come out. The really interesting one for me is that instead of being intrinsically motivated by research and the desire for knowledge, we seem to be getting driven towards the pursuit of funds and keeping our universities alive. Well, the original idea of a university, of course, was a community of like-minded scholars, and you had this very collegial approach to things. I'm not sure now we have the collegial approach. It's more that we're bound by contracts than a desire to be, part of this college. But there's a lot. I think potentially there could even be a paper in it, I suppose. There's a lot potentially on, who are we writing for? Are we writing for our masters, the people who pay us, or are we writing for ourselves, or are we doing as Cheryl seems to be doing excellently, doing enough of the former to be able to give ourselves time to do the latter? And I was just thinking while Cheryl was saying, and while Pippa was saying she could write about her cats, I actually write other things than about education and about publishing. Just at the moment, I'm writing quite a lot about Tudor history. Now, that's not going to enhance my reputation at all, but it's interesting, and it gets published. Not in very high-quality journals, but it does get published. So I suppose there's a spin-off there. Perhaps what we do is we write
there's that inquiring mind, and we write, and then we try and fit it to the circumstances we find ourselves. Nick? John? I seem to think that some of the strategies we talk about here must be good for us. I'm going to say at the tail end of a career, but for people starting, it must be totally different coming in. Does that make sense? Oh yes, very much. Cheryl talked about, well, she can earn enough money by her funding to do the stuff that she wants to do, but it takes a while before you can start earning enough money to be able to get in that position. Yeah, and so some of the, I'm just thinking, I know a couple of people who are listening in on our conversation. They must be at the beginning of their career, and and they do have this pressure for their career, for promotion and for even even tenure or something along those lines, to actually to pick certain topics, to pick certain areas, whether it's a totally new environment, I think, too. And I think that's something to think about is, what are the strategies that people new into academia can adopt to actually control this. Partly it's our responsibility to be able to create an environment where the younger people can work and come through in a mentoring role. But I think, there's that, it's like you said, it is changing, and I think that's a problem. And I suspect in Russia at the moment, it sounds like, there's this other imperative on how do they shift their Russian research into the world. And, and that's, so there's this other pressure coming in, not just the university, but the country wanting to say, look what we're doing. And this, John, is something that Olga and Pippa and I have been working on for some years now. Yeah. It's not an easy problem. It's not an easy problem. I think you've got a very good point there. Does anybody know? Is there a sort of a handbook for young academics, young researchers, which is sort of the equivalent of Machiavelli's The Prince? Do you know the book? Cheryl knows the book. Pippa knows the book. John, you don't know Machiavelli? You know the word, Machiavellian. Machiavellian, yeah. Do you find, Rosa? Do you find copies of Machiavelli the Prince in Russia? Does it mean you can translate it in Russian? I don't know. No. Okay, I need to get a copy, and I will send it to you, Rosa. Okay, thank you. Okay. Please also, and we will discuss to translate it in Russian. Okay. Well, it's out of copyright because Machiavelli was a Venetian. So, Italian, a Renaissance Italian. And this book is advice to a prince on how to hold your kingdom. And what we need is something like this for the young researcher. Cheryl. We have something we've been doing since 2003, and it's called Faculty Academy. And I and someone else began it, and it's young researchers from 6 regional universities. We meet once a month, and we focus on what we can do to help those young people shepherd their careers. And so we co-publish, we co-present, but all their papers that they're sending in, we vet them. The 28 of us sit around this paper and help that person get that paper be publishable. And so it's a very a concentrated effort in supporting young people in their career. And so far, we've been very fortunate. We have our book coming out written by the Faculty Academy that will be out in 2020. It's being published by Palgrave Macmillan. Can you give us information about that when it comes out? Sure. Yeah.
I mean, this is very much, as Rosa will know, this is very much the sort of thing that I've been suggesting that Kazan sets up across the schools and across the departments in the university to help young academics. Because I think after we've gone through that process, when they send it to any journal, they're going to get revise and resubmit. Yes. They're not going to get a rejection. Yeah. And then we have to work after that. We have to work after that, right? This is exactly what happened to me when I was a research student at in London 50 years ago. You know, we had that kind of network, and the early research papers I wrote all just went through, you know, minor revisions, and it was because of that process. It was so valuable. Yeah. Okay, look, I think we ought to draw this to a close, Rosa, because otherwise people who want to join in other things in the conference will have some difficulty. Pippa, thank you very much indeed for the link to the prints. Yes, thank you very much. Thank you. I don't know whether Amazon delivers in Russia, but thank you, Olga, for joining us on her birthday, working till late night so as to prepare her presentation. Thank you very much. And can we say thank you? It was useful to you or maybe interesting. I don't know. Very much, Olga. Thank you. And can we also say thank you to Maxim for his technical support? Yeah, and Andrew, who asked those questions. Yes, Andrew, thank you very much indeed. Thank you very much here for the how he writes here. Thank you for this discussion. Yeah. Right. Well, thank you to you. See each other. Bye bye. Thank you, everybody. Okay. Take care. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye. 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 Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы поговорим о высоких технологиях, основанных на совершенно банальных предметах или на банальных веществах, на картошке и кукурузе. В студии Данияр Фаридович Хазиахметов, заведующий кардиохирургическим отделением клиники Казанского федерального университета, кандидат медицинских наук, и Леонид Михайлович Миролюбов, заведующий отделением детской хирургии Казанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук. Спасибо. Профессор, естественно, Леонид Михайлович. Спасибо, что нашли время для того, чтобы поучаствовать в этой программе. И понятно, вам понятно, телезрителям я сейчас поясню, что так называемым оперативным поводом для этой встречи, для моей просьбы к уважаемым ученым и практикам, послужил репортаж, даже не один репортаж на главном государственном телевизионном канале страны, на Россия-1, о том, что ученые КФУ создали принципиально новый метод трансплантации сосудов, да, который это биодегенеративный, что ли, да, протез получается, который разлагается по ходу дохождения в организме и позволяет избавиться, вернее, не прибегать к помощи пластиков всяких. Во-первых,
что значит вот это вот на естественной основе, причем здесь картофель и кукуруза? Вопрос к обоим, но, может быть, Даниил Фаридович, вы начнете, потому что это-то, вот с обывательской точки зрения, это главная интрига, да, как-то это плохо кажется совместимым, да, такие high technology, и вдруг такое вот то, что у нас постоянно на столе, у многих из нас, а у некоторых ежедневно. Как это вообще понять, что, с чем это едят вот в переносном смысле слова? Ну, здесь было сказано достаточно громко и, может быть, не совсем основательно относительно картошки и крахмала, в связи с тем, что картошка, что крахмал, в общем-то, состоят из полисахаридов по своей сути, в общем-то, биополимеров, которые разлагаются у нас в кишечнике и служат источником углеводов. Когда мы говорим о том, что наши трансплантаты, которым мы пытаемся заместить участки артерий или клапанов, делаются из полимеров, то есть конструкций, которые тоже утилизируются организмом, разлагаются до простых составных частей. И поэтому здесь можно, в общем-то, говорить о некоторой аналогии с картошкой и с кукурузой, хотя на самом деле здесь общего очень мало. Вот вы понимаете, я почему зацепился за картошку и кукурузу, потому что именно так это прозвучало в репортаже, как раньше говорили, центрального телевидения. И это меня немножко тоже так повеселило, смутило. Хорошо, что вот вы сейчас вносите некоторую ясность в эти аспекты. Но, тем не менее, значит, что собой, вот в чем новизна, собственно говоря? Новизна технологии, к которой мы, в общем-то, только прикоснулись, наверное, если говорить серьезно, заключается в том, что современные протезы сосудов или клапанов сердца делаются из либо механических материалов, либо полимерных материалов, которые не являются биологически инертными и не разлагаются в тканях организма. То есть являются они, конечно, инертными, но не становятся частью организма до конца. Поэтому возникают определенные проблемы, когда протезы не всегда хотят приживаться с собственными тканями. Иногда образуются щели, так называемые свищи, или формируются аневризмы по краям этих анастомозов. Эти протезы являются очень часто посадочной площадкой для какой-то микрофлоры, с которой удалить ее бывает очень сложно, даже с сильными антибиотиками. Ну и один из еще больших факторов, то, что эти протезы не изменяются со временем, то есть не растут. И если мы говорим о протезирующих каких-то операциях на детях, то это становится серьезной проблемой через несколько лет. Хорошо, вот то, что сделали, насколько я понимаю, корни этой технологии растут, да, Леонид Михайлович, из какого-то давнего там студенческого научного кружка, вот фигурирует... Еще глубже. Еще глубже. Еще глубже. Поясните, пожалуйста, вот давайте начнем с истоков. С самого начала. Да. Значит, вот могу сказать, что вообще рождение сердечно-сосудистой хирургии невозможно без трансплантатов. Почему? Потому что, вот, допустим, убирая червеобразный отросток, лечим острый аппендицит, убираем червеобразный отросток. Лечим декомпенсированный стеноз желудка, делаем резекцию желудка и выкидываем эту часть. Или там часть кишки. Сердечно-сосудистая хирургия такого не терпит. Если мы что-то убираем пораженное, мы должны что-то вставить. Поэтому начало, вернее, середина 20 века, когда начиналась сердечная и сосудистая хирургия, сразу же встретились с этой проблемой. Мало того, Алекс Карель в 1912 году получил Нобелевскую премию именно за разработку пересадки части сосудов. Вены в артерию и вплоть до пересадки почки. В 1912 году? В 1912 году. Давненько это было. Давненько. Да, он работал в Чикаго. И добрался до пересадки почки и сосудов. До сих пор известен шов Кареля, сосудистый шов Карель. Да, это знают все медики, все хирурги. Так вот, настолько старая проблема, и вот она постоянно решается. Начинали с того, что нативную аорту пересаживали вместо недостающей грудной или брюшной аорты.
потом эту аорту обрабатывали, потом, значит, Майкл Дебеки, всем известный консультант нашего Ельцина по его основной болезни. И, кстати, консультант становления клиники в Альметьевске. Он принимал участие довольно активно. Так вот, он в 1951 году он, значит, увидел новый материал в магазине «Докрон». Купил, значит, взял у жены машинку, сшил протез для аорты. И вот это с тех пор, значит, тряпичные протезы стали, значит, распространяться по всему миру. Слушайте, вы страшные люди, товарищи медики, извините, я вас перебью. Я просто пытаюсь живо себе представить. Доктор Дебейки приходит в какой-то там галантерейный магазин, видит там, извините меня, какие-то колготки. Очень хороший материал. Ему понравилось. Да? А почему он решил, что этот материал можно использовать в качестве протеза в аорте? Опыт. Он очень хороший ученик, кстати, он ученик Рене Лериша, насколько мы помним, да? Ну, вы это тоже помните, великий, да, это тоже великий. Ну, то есть, это тот человек, которому было, позволено, так сказать, эксперимент. Потрясающе. Но этот эксперимент окончился удачно, поэтому победитель не судят. Ну, да. И дальнейшая вся история клапанов сердца, части сосудов, она вот как раз и идет. И биологические, и синтетические, и так далее, и так далее. И вот могу, чтобы наглядно зрителям было понятно, о чем идет речь, да, вот, допустим, первое, биодеградируемый, это самый шовный материал. Кто это у нас? Вы прекрасно помните. Молодежь уже не знает об этом. Кетгут. Совершенно верно. Баранья кишка. Да. Баранья кишка. То есть, если здесь мы говорим про кукурузу, а там про баранью кишку. То есть это не то, что баранью кишку вытягивают. Вы знаете, определенные технологии. Одно дело мне зашили, потом этот кеду там растворился и все, да, где-то там вот. Совершенно верно. Другое дело, мне взяли часть аорты, заменили, да, каким-то образом. Это... Совершенно верно. Только биодеградация кетгута идет в течение 7-9 дней, так. И он отторгает все швы, вылетает, будем говорить, что растворяется в организме. А этот биодеградируемый материал дольше растворяется в организме, и скорость его растворения равна скорости нарастания собственной ткани. Вот это самое главное свойство того материала, который, так сказать, который мы сейчас доказываем, что это действительно так. Хорошо, теперь о вас и ваших учениках. Представим картину а-ля Дебейки, да? Вы где-то там занимались, и что-то вам попалось такое на глаза. Как вы пришли? Вот конкретно названные мной специалисты, ученые, к созданию вот именно такого протеза. Что это было? Чем это отличается от других, как уже Даниил Фаридович говорил, что есть уже протезы, которые спокойно растворяются при всех проблемах там с отторжением, но тем не менее они организм их, как говорится, принимает такими, как есть. Да. Дело в том, что то, что мы говорили, протез, механические, синтетические, они все, так сказать, обрастают тоненькой пленочкой собственной ткани и как бы находятся в капсуле и работают, кто-то меньше, кто-то больше. Угу. Но пожизненного, так сказать, работы не наблюдается, как правило. Теперь появились в последнее время, да, и всевозможные материалы, которые рассасываются. Они рассасываются от, опять-таки, кетгут неделя до полугода и до года. Вот. И для того, чтобы предложить что-то новое, да, конечно же, нужно базовые знания иметь и потом предложить. То есть вот этот как раз материал, на наш взгляд, оказался той этой самой основой, которую мы взяли для плетения сосуда. Вот этот материал вы сказали. Да. Какой вот этот? Что имеется в виду? Это крахмал с картошкой. Все-таки. То есть нитка сделана. Разрешите нам пока не говорить об этом, потому что мы исследуем несколько материалов, пока не уверены в каждом из них. То есть нитка, которая сделана, она действительно сделана. Но есть же из любой пленки можно нитку сделать. Короче говоря, из этих материалов. Даже золото вытянуть можно. Из полисахаридов. Частично мукополисахаридов. Хорошо, я понял, да. О чем-то мы, наверное, не будем говорить, как вы сейчас предупредили, потому что рано, потому что есть вариативные всякие моменты, да, есть несколько групп полисахаридов, с которыми продолжаются эксперименты. То есть речь идет о технологии.
Да? И вот когда идет выплеск в средства массовой информации на большую аудиторию, естественно, тут же возникает вопрос, и этот вопрос я сейчас вам не могу не задать, на какой стадии все это находится. Ну вот я со своей стороны, что могу представить там? Да, ученые работают над чем-то совместно с практикующими, да, хирургами в данном случае, да, экспериментируют, пробуют, готовится какая-то статья, да, большая, она выходит в каком-то реферируемом издании солидном, там, я не знаю, в Nature, там, в Lancet в каком-нибудь, да, я сейчас могу запутаться, какие у вас там специализированные издания. Ну, принцип понятен, да? Потом идет процесс патентования. Да? Вот если по этим ступенькам пройти, что пройдено, что нет? Ну, пока в настоящее время патент еще не получен, то есть были разработаны методы вязки, плетения этого протеза. Были взяты в эксперимент несколько материалов, из нитей которого сделаны эти протезы. Проведены эксперименты на животных, причем уже... Козы? Нет, свиньи. Свиньи, ближе всего к нашему, к человеческому организму, да? Да. То есть уже получены... Как считается? Получены результаты эксплантации этих протезов через 6 месяцев после нахождения, значит, в организме свиньи. То есть 6 месяцев все нормально, да? Да, отторжения нет. Свинка бегала, все кушала, жила и радовалась жизни, и потом произведена... На нее холтеровский аппарат не вешали там, чтобы... Здесь необходимости нет, поскольку эксперименты шли на фрагментах аорты. Вот, в общем-то, на ритм брюшной отдел аорты. Да, брюшной отдел аорты, поэтому на работу сердца это не должно было сказаться. Да, понятно. И сейчас, в общем-то, мы будем, наверное, подводить итоги по результатам проведенных экспериментов и будем решать, то ли мы продолжаем поиск относительно оптимального метода плетения материала, или мы уже будем подготавливать какие-то заявки для патента непосредственно. Патент имеется в виду международная серия патентов, патент российский, там ведь тоже достаточно... Начинаем с российского, конечно. Начинаем с российского, конечно, да, то есть защищен на территории Российской Федерации. Да. Так, с этой частью понятно. Что насчет публикаций, предваряющих или ожидаемых? Ну, публикация – это вполне естественный процесс, который... В какой он стадии, я хотел сказать? В какой он стадии. То есть мы набираем материал, и по результатам накопленного материала вообще его появится, соответственно, публикация. Но это может занять год, может занять 2, да, это ведь серьезное дело, да, пока конечно. Там будут смотреть. Дело даже не в вашей скорописи, а дело в рецензентах, да? Нет, даже наш казанский медицинский журнал, если подаешь статью, там около года лежит. Да. Эта статья готовится, как я понимаю. То есть вы идете по нормальному такому режиму. В статье уже будут, насколько я понимаю, в качестве доказательной базы вот это вот полугодовой эксперимент с этой свинкой. Она единственная свинка? Нет, там 3 свинки было. 3 свинки. Это обычные свинки, не морские какие-нибудь? Нет? Полноразмерные. Полноразмерные свинки. Порода вьетнамской веслоухой. Да что вы говорите? Да. Вы не шутите? Нет. Я-то думал, я думал, какая-нибудь кукморская веслоухая, да, хотелось, чтобы здесь был республиканский приоритет. Мини-пиги называется. Мини-пиги, да, знаем. Вот дорогое удовольствие, между прочим, разводить этих мини... Вы, да, у вас есть? Не развожу, нет. Нет? Хорошо, а то у нас был еще материал для эксперимента. И на поводке не гулять. Теперь, почему я спрашиваю вот об этих этапах и о возможной там публикации в каком-то таком очень большом солидном реферируемом издании, потому что, естественно, и у аудитории, которая нас смотрит, слушает, наверное, возникает вопрос. Мы тут что, впереди планеты всей? То есть ведь эти же разработки ведутся повсеместно, эти поиски, это общий такой тренд вот в вашей сфере. Где, вот если смотреть по этой шкале, что ли, такого соревнования или конкуренции, как удобно, назовите? Мне отвечать? Да, пожалуйста, вопрос к обоим. Могу. Да, пожалуйста. Могу. Если вы обратили внимание, то в настоящее время вот регенеративная медицина, регенеративная хирургия, они, так сказать, сейчас вот вышли и
буквально на каждом углу, да? Как говорят... Леонид Михайлович, вы очень высоко меня цените. Вы говорите, да. Если вы обратили внимание, вы полагаете, что я вот в вашей среде и я в теме. Нет. Нет, и средств массовой информации. Из СМИ. Да. Так вот, регенерации бывает 3 видов. Так. Физиологическая, та самая регенерация, да, что вот у нас красная кровяная клетка живет 1 месяц и умирает, а на место ее становится другая. Вот это физиологическая регенерация. То есть постоянное обновление. Ну, мне ближе идея регенерации клеток печени, мы уже обговаривали это как-то. Да, второй момент. Репаративная регенерация. Обрезали руку, да. Образуется рубец. Вот это репаративная регенерация. И третий, патологический, я не буду о ней рассказывать, потому что она в сторонке стоит. Так вот, в данном случае мы используем репаративную регенерацию. Явление репаративной регенерации. То есть мы даем основу. Эту основу, поскольку она съедобная, ее кушают фагоциты, специализированные клетки. А другие клетки, фибробласты и фиброциты, выделяют собственный коллаген. И идет, с одной стороны, биодеградация, с другой стороны, нарастание собственной ткани. Сращивание. И да, и если эти процессы уравновешены по скорости и по объему, тогда все идет очень хорошо. Вот мы надеемся, что именно так будет происходить, так происходит с этим протезом, который, так сказать, мы предложили. Если же будет преобладать разрушение протеза больше, чем восстановление собственной ткани, там будут аневризмы. Вот это синхронизация процессов, синхронизация скорости, это только эмпирическим путем. То есть это не вопрос счета какого-нибудь большого компьютера, дозирования, нет. Каплю больше, каплю... Нет, да? Никакого титрования тут нет. Никаких лекарств. Тут чисто эмпирически. То есть такое шаманство в каком-то смысле, Ну, похоже, что мы где-то рядышком с этим. Пришли в магазин с этим равновесием, где-то мы рядом. Поэтому мы надеемся, что именно так и будет. Вот. То есть, на самом деле, получается, что здесь решающий фактор, ну, конечно, люди должны знать, с чем они имеют дело, но решающий фактор – это количество вот повторений, да, в разных сочетаниях, в разных пропорциях, да? Здесь зависит от нескольких компонентов, то есть от самого материала, то есть мы действительно как будто пришли в магазин, тот же ткани, из которых выбрали 2-3, которые показались нам наиболее интересным. Здесь еще есть нюансы, что скорость вот этой деградации, она зависит от толщины нитей, из которой сделан протез. Это редкий случай, когда деградация используется в положительном, да, пожалуй, по контексту. Пожалуй, да. Положительно деградируем. Да, да. Зависит от толщины нити, из которой сделан протез, и толщины самой вязки, собственно говоря. Да. Вот. Поэтому собрать вместе вот эти нюансы, плоскости, из которых построится правильная биодеградация, очень сложно. Я возвращаюсь к вопросу. Спасибо за пояснение, за детализацию, но в целом-то вопрос пока остается. Что у зарубежных коллег вот в этом направлении, в этой части? У зарубежных коллег есть такие матрицы, которые они делают на 3D, на 4D принтере, бог знает там какие сложности, да? Они этот материал заселяют потом стволовыми клетками и так далее. То есть вы это все слышали, все это видели неоднократно. Окей, да. Но пока что они в лабораторных условиях, а мы уже готовы начать клинические испытания. Вот и все. Вот я получил тот ответ, на который надеялся, да, что пока они там высаживают, там экспериментируют с матрицами, у нас уже полгода бегает веслоухая вьетнамская свинья. Вот при этом хорошо. И хорошо себя чувствует. Да, и хорошо себя чувствует. Да, это вдохновляет. Но Леонид Михайлович, я ведь когда вот вас просил прийти на эту программу, приглашал, у меня был там некий подвох. Ну или такой второй план. Вот я услышал, увидел этот репортаж, вот то, что рассказывал Даниил Фаридович.
И, естественно, полез в какую-то там литературу, там стал поисковиками смотреть и обнаружил, что в 2008 году сообщение я прочитал впервые в мире. Сейчас вы только сами не удивляйтесь. Леонид Михайлович Миролюбов поставил ребенку уникальный протез аллоплант в 2008 году, я хочу обратить внимание, верно, то есть 11 лет назад. Давайте тогда вот как-то попробуем свести сейчас. Я пытаюсь понять, и я думаю, телезрителям это тоже интересно. Вот аллоплант 2008 года, тот протез, над которым сейчас ведутся эксперименты, и который уже вживлен там в брюшную часть аорты этой самой свиньи счастливой, да? Это разные технологии. Это разные технологии. То есть вот это я хотел понять. То есть это не развитие той идеи, которая была у вас. Идея общая, а технологии разные. Технологии разные. На чем, хорошо, почему понадобились новые эксперименты, если уже был успешно испытан аллоплант? Кто-то... Аллоплант на все не хватает. Начнем с этого. Что это вообще такое аллоплант? Давайте я объясню. Аллоплант, он же, в это слово, значит, заключена вся технология производства. Это специальным образом обработанный трупный материал. Вот так вот? Да. Сделал это в 1975-1979 году, через тире, да, Эрнст Равгатович Мулдашев, город Уфа. Да. Великий, хороший. Вот, чрезвычайно неординарный человек, я бы сказал. Да, половина населения его считает шарлатаном, половина гением. Да. Но это, как обычно бывает, с незаурядными людьми. Сначала он сделал этот аллоплант для нужд офтальмохирургии. В настоящее время для офтальмохирургии выпускается 42 разновидности аллоплантов. То есть 42 разновидности операций применяется. Он усовершенствовал при помощи этого нового, так сказать, вещества, да, то есть это вот, понятно, трансплантат. Да. А вот в седьмом году я к нему приехал, мы встретились, поговорили, я попросил, говорит, сделайте мне, пожалуйста, легочный ствол с клапаном для коррекции врожденных пороков сердца. Значит, 8 месяцев ушло на упруго-прочностные испытания, отработка технологий, а потом вот с 2008 года я стал сажать. К настоящему времени я при помощи этого аллопланта изменил технологию, значит, при 11 видах операций. Вот. Рецидивов нет. Самый интересный, 6 больных, период новорожденности, гипоплазии дуги аорты. Я туда ставил лоскут аллопланта. Вот. И фактически ни у кого нет никаких вот этих вот сужений в области оперативного вмешательства. Это говорит о том, понимаете, да, с периода новорожденности до года ребенок вырастает в 3-3,5 раза. Хорошо. Если проблема с аллоплантом заключается только в том, что не хватает, упрощенно говоря, производственных мощностей, да, для того, чтобы обеспечить потребности рынка. Где гарантия, что ваш эксперимент вот с новым типом, с новой технологией вот этого вот создания имплантантов, ее просто возьмут и отложат в какой-то долгий ящик, скажут, вон есть имплантант, давайте лучше вложим туда дополнительные деньги. Вы знаете, как у нас принимается решение, да, и все. Или вот у вашего имплантанта есть какие-то преимущества, которые принципиально улучшат ситуацию в сравнении с применением аллопланта? Во-первых, аллоплант, как Леонид Михайлович сказал, это трупный материал, и, соответственно, возможный забор, условия для забора этого материала, они, конечно, не бесконечны. Есть достаточно жесткие условия по работе с биологическими тканями, подготовке их к трансплантации. Есть определенные этические моменты, да, по забору и работе с ними. В то же время синтетический трансплантат, если его поставить на поток, на машинку, то, собственно говоря, там можно бухтами
ваять этот трансплантат в нужном количестве, необходимого размера, и иметь его всегда под рукой. Я думаю, что он будет иметь даже больший срок годности, чем биологический аллотрансплантат. Ну, то есть процесс получается он так вот на нитевидной основе, да, это наматывается и вперед, да? Да. Ага, ну понятно. У меня просто пример тоже в памяти. Мы были на заводе Мединж в городе Пенза буквально год назад. Завод, где делают биологические клапаны сердца, протезы клапанов человека из перикарда телят. То есть для створок артального клапана или митрального клапана используется перикард телят. Так вот, они заготавливают или к ним поступает уже отобранного материала 40 килограмм вот этого перикарда сырого. Из этого перикарда получается лишь 100 грамм материала, из которого непосредственно делаются створки этого клапана. То есть это очень затратно на самом деле. Затратная система. Понятно. Мы говорили с вами сейчас вот об этих вариантах имплантации, да, биодегенеративные, да, в хорошем. Биодеградируемые. Биодеградируемые, да. То есть разлагающиеся, попросту говоря, в организме, да, и таким образом, неотторгаемые, что ли, да, организм. Это все касалось сосудистой хирургии, да, это артерии, это вены, по-видимому, тоже, да? Или только артерии? Ну, да, конечно, артерии в основном. Артерии. И вы, по-моему, да, Леонид Михайлович, или вы, сейчас не суть важно, упомянули по ходу разговора, что одной из проблем является вот то, что, грубо говоря, заносится какая-то инфекция, да, и она осаживается там на стенках, и эта проблема существует. Да. Она существует применительно к сосудам, да, к артериям, да, мы сейчас говорим, да, к сердечной вот такой хирургии. А если перевести на ту часть торакальной хирургии, которая касается пищевода, трахеи, там, насколько я понимаю, еще страшнее в этом смысле. Да, правильно. Да? Там контакт с внешней средой. Да, постоянно мы что-то вдыхаем, глотаем. Почему я об этом спрашиваю? Вот этот потенциально такой, перспективный, да, но вот хочется, материал, да, не рассматриваются варианты вот его использования, например, вот при трансплантации каких-то участков трахеи или пищевода. Вы очень сильно заглянули вперед, но действительно фантазии подобного рода есть, то есть... Это вы так очень деликатно меня поставили на место. Фантазии такого рода. На самом деле, потому что действительно это очень соблазнительно иметь возможность заместить ткани в тех условиях, где они уже по своим физиологическим особенностям соприкасаются с окружающей средой. То есть это трахея, пищевод, безусловно, это очень серьезная проблема в настоящее время. И действительно, этот трансплантат как один из этапов, наверное, лечения или этапов операции, он может рассматриваться, но пока это еще слишком далеко, чтобы об этом говорить серьезно. А почему я об этом спросил? У нас время потихонечку подходит к концу. Вот в связи с упоминанием Эрнста Молдашева, да, есть еще один чрезвычайно неординарный во всех смыслах человек, который в свое время, года 2 уже прошло, по-моему, если не 3, добавил существенную толику международной известности Казанского федерального университета, я имею в виду Паоло Маккариани. Да, и он как раз занимался ведь вот этой проблемой естественного обволакивания протеза там вот в трахее, да? Правильно я понимаю? Да. Вы не соприкасались с ним? Соприкасались? Не контактировал, у меня не получилось. У вас не получилось? Не будем спрашивать, почему. Что можно сказать? Вот его идея, это вот это что-то такое тупиковое, авантюрное, или все-таки здесь есть... Я присоединюсь к словам Леонида Михайловича, что говорят о Молдашеве, наполовину гений, наполовину шарлатан. И, в общем-то, несмотря на то, что действительно, может быть, определенный след за Паолом Маккариани идет, нехороших отзывов, в общем-то, в общении оставляет впечатление достаточно... это-то да, я с ним тоже общался. Интересного человека. И, в общем-то, работа именно по замещению синтетическими сегментами тканей трахеи или пищевода,
Безусловно, мы к этому и придем. Просто тот путь, который, мне кажется, как избрал Макиарини, когда он делал это сплошными полимерными вставками, которые как раз не дают эндотелию, самому внутреннему слою пищевода и трахеи, обрасти и создать вот эту защитную оболочку. Но он же что-то высаживал туда какие-то можно на поверхность полимера, гладкого полимера, пакета насадить стволовые клетки, но они там не выживут, потому что нужна целая последовательность тканей, которые будут служить основой для этого эндотелия. И когда мы говорим о как раз биоразлагаемой многослойной конструкции, которая позволяет организму пробиться через эти волокна и позволить расти эндотелию на внутренней поверхности, с сосуда, поскольку мы кровью говорим все-таки условно стерильная среда, мы действительно можем сделать следующий шаг на полые органы, внутри которых находится инфицированное содержимое. Вы как-то вот технологии разные, но вы контактируете, вы сотрудничаете вот в этом направлении, или это вот... Мы даже родились в одном гнезде. Ну, в 6-й городской больнице. Хорошо. Именно там гнездо, основное гнездо сердечной сосудистой хирургии, который начал Николай Петрович Медведев. Да, мы об этом говорили в ходе предыдущей. Мы уже встречались с Даниилом Фаридовичем здесь, в этой студии. Будем считать, что вы дали исчерпывающий ответ. Я больше не буду приставать к вам с расспросами. Два только коротких уточнения, буквально вот в нескольких словах. Если все сложится, очень хотелось бы, да, и вам, и мне, и, наверное, всем нам, чтобы сложилось, чтобы эта технология закрепилась, насколько велик может оказаться, ну, извините за циничность, такой бизнес-выхлоп? То есть, насколько востребованы вообще эти операции? В первую очередь, в детской хирургии мы ведь главным образом говорим об этом, чтобы этот имплантант рос вместе с ребенком, да, чтобы каждые там полгода или каждый год не приходилось его выдергивать, ставить новый, и все эти мучения. Значит, вот насчет того, сколько надо будет и сколько мы сможем продавать, тут, конечно, вопрос очень сложный. Вот этот аллоплант есть, и даже вот у нас в ДРКБ, в кардиохирургии, кроме меня его никто не принимает. Не применяет. Мои ученики, которые, казалось бы, вот на глазах, они помогали мне оперировать, они следят за больными, они их видят через много лет, без всяких, так сказать, изменений в трансплантате. Почему? Я думаю, что покупать дорогие импортные вещи гораздо выгоднее, чем брать свои дешевые. Один из ответов. Я-то думал, что это проблема только машиностроения, химии там, и так далее. Оказывается, это проблема и медицинской промышленности, и здравоохранения конкретно. Спасибо, понятен ответ, да. Знакомая ситуация, более чем знакомая ситуация. С вашей точки зрения, вот если мы это приняли во внимание, да, закрыли тему с аллоплантом и почему покупают. Что касается нового продукта. Ну, если разрешите, я пошучу, мы можем его сделать и дороже зарубежных, то есть еще более выгодным для закупки. Ну, это да. Но вообще, я думаю, что, в принципе, эта технология может позволить делать протезы дешевле, чем зарубежные, которые имеются на нашем рынке. И, может быть, если технология нам это позволит сделать, она шагнет дальше и в кардиохирургии, даже в плане коронарного шунтирования. То есть в настоящее время все шунты для коронарного шунтирования, той же операции Ельцина, которую делали, они делаются обычно из вен нижних конечностей или артерий. Пересаживают, да? Да, пересаживаются. Естественно, что не всегда у человека достаточное количество этого трансплантата, иногда она варикозно поражена, эта вена. И в то же время, если мы будем иметь практически бесконечный запас любого диаметра синтетического трансплантата, который позволит быть похожим на настоящий сосуд, то здесь практически целая ниша кардиохирургии может перейти на вот такой вид трансплантации. Все, огромное спасибо. 30 секунд, вот буквально в режиме 30 секунд. Вы думаете о научных компонентах, вы думаете о медицинской технологии, о том, как это довести до ума. Проблема вообще российской науки, да, с императорских времен и времен СССР и по сей день.
одна из проблем, с моей точки зрения, заключается в том, что мы вот эту часть мы доделаем, мы додумаем, мы сделаем. Но вокруг вас нет ни одного менеджера, который сейчас бы уже понимал, что да, здесь надо строить какую-то бизнес-структуру, надо готовить этот выводок. То есть вот здесь нужен тоже посев. Вот в этом направлении кто-то думает вообще? Хорошо, давайте... Авторы, только авторы. Только авторы. Я хочу пожелать вам успехов вот от всей души. Да. Дай Бог, чтобы все сложилось, чтобы все это получилось. Вам, чтобы ваши ученики наконец-то все-таки обратили внимание, что учитель все-таки делает здорово и последовали вашему примеру. Спасибо за пояснение. И мне остается только напомнить, что это была программа «Акценты». Мы беседовали о высоких технологиях, которые неотделимы от самых обыденных окружающих нас вещей и веществ. Я по-прежнему Юрий Алаев. Спасибо за внимание. До новых встреч. Прежде всего, хочу сказать, что введенная у нас в недавнее время баллонская система, с которой вы все хорошо знакомы, в которой вы учитесь, она вызывает не только в России, но и в Европе много недовольства, о ней сказано много критических слов. И действительно, если ее используют так, как она используется в большинстве университетов у нас, то ничего хорошего в ней нет. Но, с другой стороны, баллонская система с ее двухступенчатым образованием, на мой взгляд, в том случае, если ее использовать для блага и для добра, способна дать новые возможности и принести хорошие результаты. Но как это устроено, я думаю, вы все знаете. Если говорить, допустим, об образовании тех же археологов или специалистов по древней истории, то, что я наблюдаю в МГУ, например,
течение 4 лет на соответствующей кафедре бакалаврам дается весьма периодичное хорошее образование в соответствующей области. Дальше появляется магистратура, куда приходят бакалавры других заведений или других университетов, или учившиеся по другой специализации. И выясняется, что половина бакалавров, собственно, они на уровне, и, допустим, они знают греческий язык, и с ними можно продолжать заниматься анализом этих текстов, а половина бакалавров пришла из других мест. В лучшем случае у них историческое образование общее, а то и просто философское, или еще гуманитарное, но они сдали вступительный экзамен, и древних языков они не знают совсем. Соответственно, все начинается сначала, и начинают с нуля преподавать эти языки и те дисциплины, которые они должны были бы выучить в бакалавриате. Вот. То есть, получается, что магистратура — это такой второй повторение бакалавриата или второй бакалавриат для тех, кто его не прошел. Это, конечно, абсолютно бессмысленно. Вот. В то же время можно использовать магистратуру для того, чтобы предложить, так сказать, отстройку над уже бакалаврским образованием, как бы